От семейства XRP. Спасибо вам, ребята, за то, что присоединились к сегодняшнему видео. Поехали, ребята, ликвидность по требованию XRP, мы очень близки друг к другу. 755 миллионов долларов за 4 секунды. В то время как у криптовалютного сообщества могут возникнуть сомнения по поводу криптовалюты Ripple XRP, банки, похоже, наслаждаются ее преимуществами. По имеющимся данным, сумма XRP на сумму 755 миллионов долларов была переведена за 4 секунды и обошлась всего в 1 цент. Это просто безумие какое-то. Я прямо здесь показываю вам полезность XRP, ребята, а это банки, которые им пользуются, не так ли? Он говорит об этом прямо у вас на глазах, просто показывая вам реальную полезность XRP. Неужели это звучит так, будто что-то вот-вот рухнет? Неужели это звучит так, будто это не решит тот кризис ликвидности, который у нас есть, ребята? Пожалуйста, открой свои глаза. Неужели все еще есть люди, которые думают, что с XRP ничего не случится? Я знаю, что некоторые держатели XRP прокомментировали заявление Лоры по поводу опроса о том, что борьба с SEC против фиксации. Это борьба не только с Coinbase, но и со всеми криптосистемами. Некоторые считают, что фиксация на Coinbase произошла с опозданием на 2 года после исключения XRP из списка. Но независимо от сроков, Полу исполнилось 100 лет. Давайте посмотрим правде в глаза. Это не просто борьба за Coinbase, это борьба за всю криптографию. Если к ответственным субъектам с серьезными программами ML и KIC, публично перечисленными в списке, которые подают петиции о нормотворчестве и пытаются взаимодействовать с правительством, можно относиться подобным образом, никто другой тоже не будет в безопасности. И я думаю, что очень важно понимать, что это не просто попытка попасть на Coinbase. Это попытка проникнуть в криптографию в целом. И поэтому мы непременно внесем свой вклад в защиту от того, что, по нашему мнению, является массовым превышением полномочий со стороны комиссии. Но это не просто борьба, с которой Coinbase приходится бороться в одиночку. Я думаю, что это действительно то, на что все криптоиндустрии должны обратить очень пристальное внимание. И мы позаботимся о том, чтобы все эти проблемы, с которыми мы имеем дело с SEC, были объяснены, скрыты и описаны общественности в целом. Ребята, вот это и есть ключ к тому, что он хочет сказать. Он хочет сказать, что мы позаботимся о том, чтобы все эти вопросы были разъяснены общественности. Что же это значит, ребята? Это означает, что должно существовать какое-то средство, которое продемонстрирует общественности четкие правила определения того, что является ценной бумагой. Почему это ценная бумага и все такое прочее. И что же мы имеем на данный момент? У нас ведь есть иск по делу XRP, не так ли? Судебный процесс по делу XRP нарисует четкую картину происходящего. После того, как он будет завершен, он нарисует четкую картину для будущих криптокомпаний. Он покажет тебе, как это должно быть сделано. Именно в этом и заключается вся причина этого судебного процесса, ребята, я вам точно говорю. Сейчас ты можешь со мной не согласиться, это прекрасно, но именно в этом и заключается главная причина всего этого судебного процесса. Подумай вот о чем. XRP станет примером для всей отрасли в том, как они должны регулироваться. И они всегда будут ссылаться на этот судебный процесс, который продолжается уже более 2 лет и почти завершен. Право же, это было нелегко сделать. Imul, Ripple и XRP рассматривались как жертвенные лампы для регулирования. Coinbase активно продвигала утилиту XRP WASD для перевода денег на международном уровне и в январе 2019 года провела презентацию в SEC о том, что XRP не является ценной бумагой, а затем перечислила XRP в феврале 2019 года. Когда Coinbase перечислила XRP, она не верила, что XRP является ценной бумагой. На самом деле компания провела презентацию в SEC о том, что XRP не является ценной бумагой. Coinbase намеревалась стать публичной вскоре после включения XRP в список и не хотела включать в него то, что, по мнению SEC, является незарегистрированной ценной бумагой. Совершенно очевидно, что если бы SEC хотя бы намекнула, что считает XRP ценной бумагой, Coinbase никогда бы не перечислила ее в список. Потому что Coinbase нуждалась в благословении и одобрении SEC, чтобы вскоре после этого стать публичной. Комиссия по ценным бумагам и биржам ничего не сказала. А теперь, ребята, я хочу, чтобы вы вот что поняли. Посмотрите вот на это. Как может комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки вести себя подобным образом? Не так ли? Это просто невозможно. Это буквально неслыханный сценарий развития событий. И единственное объяснение этому заключается в том, что у них есть какое-то закулисное соглашение с Ripple и Coinbase, и все они знают, что происходит. Это единственное объяснение происходящему, ребята, потому что все это очень похоже на то, что все это очень плохо. Они никогда бы не пошли на это без какой-либо цели, потому что это очень-очень плохо.
Их бы поймали, и у них возникли бы большие проблемы с этими ребятами. Но теперь, поскольку у нас есть скрытая повестка дня, за этим что-то кроется, у нас есть причина для того, чтобы так поступить. Именно поэтому это допустимо, не так ли? Нет никакого другого объяснения тому, как такая крупная организация может вести себя подобным образом. Этому нет никакого другого объяснения. Хорошо? Я хочу, чтобы вы это поняли, ребята. Вот здесь мы видим, как в Люксембурге вводится новый пилотный режим DELT. 23 марта 2023 года вступит в силу как пилотный режим DELT, так и третий закон о блокчейне. Посмотрите, как они готовят ребят. Как раз в то самое время, когда у нас здесь разразился настоящий кризис. Только посмотрите на это. У нас состоялся отличный обмен мнениями с Крисом Ларсеном, который с нетерпением ждет дальнейшего развития Ripple в Люксембурге и Европе, не так ли? Они знают, что этот материал скоро возьмет верх, ребята. В ближайшее время вступит в силу положение о пилотном режиме развития рыночной инфраструктуры, основанной на технологии распределенных реестров. Пилотный режим DELT станет первым применимым документом ЕС, посвященным исключительно влиянию технологии распределенных реестров на финансовые рынки. Так вот, они никогда бы не сделали чего-то подобного, если бы XRP был, возможно, ценной бумагой, даже если это происходит только в Соединенных Штатах. Ведь есть риск сделать это, не так ли? Но все равно компаниям все равно, будет ли подан иск против XRP или Ripple. Им просто все равно, ребята. И ты должен понять, что именно поэтому я тебе об этом и рассказываю. Брэд Гарлингхаус запросто мог бы уехать из Соединенных Штатов. Почему же они этого не делают? Ведь они уже достигли соглашения об этом. У них там уже есть своя миссия. И дело не только в том, чтобы выиграть судебный процесс, ребята, дело гораздо серьезнее. Вот здесь, ребята, в этом видео вы можете увидеть, насколько большим стал XRP в Южной Корее, на ее основных биржах, где вы можете увидеть. Посмотрите, как корейская валюта переводится как сумасшедшая. Ты видишь этих ребят? Вот как все это передается и покупается именно так. Это очень-очень интересно. Ребята, сейчас настали очень интересные времена. Похоже, что программа обратного выкупа XRP превращается в банк. Похоже, что участники по-прежнему будут отправлять свои XRP деньги. Давайте посмотрим, ребята, что же это за парень такой. Похоже, что большинство людей хотели бы, чтобы это произошло не для того, чтобы продать его правительству с выкупом, а для того, чтобы обеспечить новый банк. Назвать его Народным банком, чтобы не звучало как в коммунистическом Китае, это Народный банк, а затем использовать стоимость с этих активов можно в основном вывести фиатные деньги. А затем оформить ипотеку и все такое прочее, ну ты точно знаешь. А поскольку этот банк более ликвиден, потому что в нем есть XRP, ты можешь делать все, что угодно. Так что, знаешь ли, ты мог бы сделать одну вещь, заставить группу людей прийти к соглашению о том, что справедливая рыночная стоимость XRP очень высока, скажем, $10 с нулем. Мы могли бы все собраться вместе, вложить наши токены стоимостью $10 с нулем в новую организацию, обеспечить их залогом. А затем используй фиатные кредиты против нашего XRP, чтобы приобрести золото и принести его в банк. А теперь, когда наконец-то произошел обвал, кто же остался наедине с золотом и XRP? Послушайте, ребята, поэтому я хочу сделать несколько замечаний по этому поводу, потому что многие люди до сих пор считают, что выкуп акций – это реальная вещь. Они посылают этому парню свой XRP, потому что он обещает им кое-что. Послушайте, никто не знает, что будет дальше и как это произойдет, я просто хочу, чтобы вы это поняли, ребята. Мы знаем, что XRP может достигать очень высокой стоимости, но то, что говорит этот парень, настолько безумно, что тебе не стоит это слушать. Тебе даже не следует сосредотачиваться на монете стоимостью $10 с нулевым значением. Это совсем не то, на чем тебе следует сосредотачиваться, ребята. Сосредоточься на том, чтобы сделать так, чтобы XRP поднялся до $50 или $100, не так ли? Это была бы очень хорошая мишень для стрельбы. Вот сколько же это стоит? Примерно умножьте это на 100, умножьте на 200. Разве этого недостаточно, чтобы стать богатым? Почему этот парень говорит 10 тысячах парней? В этом не было бы никакого смысла. И я ведь серьезно говорю, не так ли? Я действительно знаю и верю, что XRP будет иметь высокую ценность, но то, что говорит этот парень, просто безумие. Это заставляет людей просто покупать сток XRP, думая, что они разбогатеют. Ребята, пожалуйста, не думайте так, потому что в долгосрочной перспективе это очень плохо скажется на вас, не так ли? Так что просто пораскинь своими собственными мозгами и не верь всему этому. Потому что он просто рисует сценарии, которые очень маловероятно произойдут так, как он это описывает, не так ли? Как будто он не стал бы говорить об этом публично, если бы действительно знал, что с самого начала произойдет нечто подобное. Так что, пожалуйста, пораскинь мозгами, подумай сам и сосредоточься на отметке в $50 или $100.
Этого было бы вполне достаточно, ребята. Этого было бы вполне достаточно. Так что Майк Новоградц, похоже, всегда располагает информацией о том, что происходит с регулирующими органами раньше населения. Это очень интересные ребята. Давай-ка взглянем на них поближе. Чем быстрее они прогорят, тем лучше. А как насчет борьбы между КФТК и СЭК? Ведь этот вопрос должен быть решен для всех, не так ли? Я имею в виду именно это. Да, я думаю, что на какое-то время этот вопрос будет отложен. Они оба такие. Между прочим, мы никогда об этом не говорили. Послушай, они оба были очень-очень близки с Сэмом. И опять же, многие люди были очень близки, и многие из них были обмануты. Но Сэм вел переговоры о том, чтобы добиться в значительной степени доминирующего положения. Так что это касается обмена наличных денег и регулирования КВТ. И комиссия по ценным бумагам и биржам собиралась благословлять это до тех пор, пока они будут заниматься этим, а не биткоином и эфиром. И вот так вот шли эти переговоры, которые были так близки к завершению. И поэтому я думаю, что они оба просто стараются держаться от этого как можно дальше и быть настолько жесткими, насколько это возможно прямо сейчас. У них все получится насквозь. Очень интересно, как он просто говорит это так, словно сам об этом знает, не так ли? Так что это очень интересно. Я просто хочу тебе это показать. Большое тебе спасибо за то, что посмотрели это видео. Увидимся в следующем ролике.